Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу, как Украина объегорила в очередной раз украинских беженцев, которые находятся за границей. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы, возможно, для себя, наверное, новое не узнаете об украинской власти, но, скажем так, эту информацию подчерпнете и какие-то сделаете себе выводы. Итак, 16 января 2025 года, вот пару дней назад, заместитель руководителя офиса президента Украины, есть такая Ирина Верещук, она у себя в телеграм-канале напечатала сообщение, в котором она сообщила, что государственное предприятие «Документ» наконец-то выдаст документы, имеется в виду паспорта, для более 80 тысяч украинских граждан, которые находятся в Польше и оформление которых было задержано. И все мы знаем, что сейчас проблема, ДП «Документ» не выдает паспорта мужчинам мобилизационного возраста, которые еще заказали до принятия этого закона и ссылаются на то, что технический сбой. И якобы вот это все разрешилось, и теперь будут выдавать всем паспорта, и порешал это президент Владимир Зеленский. Она четко, Верещук написала в сообщении. Значит, вот что тогда писали украинские СМИ. Вчера в Варшаве президент Зеленский встретился с украинским обществом. Среди прочего обсуждали вопросы выдачи паспортов ДП «Документ». Видать, ему там задавали вопросы, и он, соответственно, пообещал, что он разберется. Только в Польше речь идет о более чем 80 тысяч граждан, давно которые ждут свои документы. Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше. Всюду, где они застряли. Застряли, написала Верещук. Но, конечно же, я уже в своем видео тоже предыдущем рассказывал, друзья, что, конечно же, она никогда в жизни публично не расскажет, что она имела в виду под термином «застряли». А я в видео рассказал, что такое «застряли». Ну, и кому интересно, посмотрите. Ссылочку я оставлю на это видео в описании. 21 января 2025 года. Прошло 5 дней. Да? И что мы имеем? Речь идет о паспортах заграничных и внутренних, которые заказали мужчины украинские, граждане Украины мобилизационного возраста, но они заказали эти паспорта заграничные, новые, еще до вступления вот этого нового закона о мобилизации, которым их ограничили в правах получения нового паспорта. Этот закон был Верховным Советом Украины принят 11 апреля. А мужчины заказали, соответственно, свои паспорта заграничные еще до этого закона, до этой даты. Да, и заграничные паспорта были изготовлены, значит, до тоже этой даты. И должны были выданы быть до этой даты. Соответственно, когда был принят закон, соответственно, перестали все это выдавать. Мотивировали это тем, что технический сбой. Теперь давайте посмотрим на практике, как президент Владимир Зеленский порешал этот вопрос. Значит, мне написал сегодня мой подписчик. Это было 21 января 2025 года. Вот что он мне написал в сообщении. Здравствуйте, Роман. Я гражданин Украины. Вчера посмотрел ваше видео по поводу «Зеленский порешал вопрос» насчет выдачи документов. Сегодня решил поехать в ДП «Документ» в городе Кёльн. Я там подавался. При подаче на загран у меня изъяли внутренний паспорт тоже, так как мне исполнилось 25 лет уже в Европе. Хитрая методика, вы поняли? То есть человек приезжает, если там фотография не вклеена в бумажный паспорт, у него работники ДП «Документа» забирают паспорт, вы поняли? То есть взамен никакой же не выдают, то есть человека оставляют без паспорта. Это мне уже неоднократно, несколько раз такое люди рассказывали в телефонном разговоре. Да. Принимают у него документы на получение загранпаспорта, говорят, мы ваш внутренний паспорт, ID-карту и заграничный паспорт получите смс. То есть, вы поняли, человека оставляют без документа. Дальше читаем. Ему исполнилось 25 лет уже в Европе, и у него забрали паспорт. Дальше он пишет, подавался я 6 февраля 2024 года, то есть до вступления, до принятия вообще этого скандального закона. Значит, он подавался на срочный паспорт, мне сказали 2-3 месяца. Взяли номер, сказали, придет СМС. СМС не было. Потом вышел этот закон, имеется в виду, которым ограничили право
предоставлять консульские услуги мужчинам мобилизационного возраста. Я поехал в мае, спросили смс, потом еще раз поехал, сказали технический сбой. Итак, я сегодня там был, он пишет. СМС не спрашивали, снова сказали, что технический сбой. Выдают только в тестовом режиме, но если есть резерв плюс. То есть вы поняли, технический сбой, но если у тебя есть резерв плюс, пожалуйста, технического сбоя нет. Значит, и там все в порядке, то сказали выдадут. То есть если он скачает резерв плюс и там будет все в порядке, и будет QR-код, то ему выдадут паспорта. Я скачал резерв, я так понимаю, что прям при них. У меня выбило выявление порушения правил военного учета. И мне не дали паспорт. Но сказали, что мои паспорта у них в Кёльне. Приехав домой, я сделал ДИЮ, то есть он загрузил ДИЮ и обнаружил, что мой загранпаспорт новый, уже там есть, еще с 12 марта 2024 года, вы поняли? А вступил в закон, приняли его, вернее, 11 апреля. Он заказал, и у него паспорт заграничный был изготовлен до принятия этого закона. То есть выдача этого паспорта не выдача этого паспорта незаконна. То есть работники ДП документ незаконно удерживают его паспорт и незаконно нарушают его права этого человека, и этот паспорт ему не выдают. Вопросов нет к тем, кто заказал паспорт после вступления этого закона в силу. Вопросов нет. Там да, резерв плюс и так далее. Но человек до этого заказал, на него этот закон не распространяется. Закон не имеет обратной силы, если он усугубляет положение человека. Это принципы международного права, в том числе украинского. Сейчас кто-то, возможно, из вас мне напишет: да подожди, Роман, не кипятись, прошло всего лишь 5 дней, еще не успели там все это закрутить, еще не успели команды, письма разослать и так далее. Друзья, я хочу напомнить, что когда только приняли депутаты этот закон, то есть он еще не вступил в законную силу, это было 11 апреля. На следующий день ДП документ перестал принимать документы у мужчин мобилизационного возраста на изготовление новых паспортов. То есть закон был принят, но не вступил в законную силу, то есть он еще не действовал, а уже на следующий день перестали принимать. И на следующий день ДП документ на своем сайте опубликовал официальную информацию, что они не могут принимать документы, потому что технический сбой. И этот технический сбой продолжается уже более года в отношении мужчин украинских мобилизационного возраста, которые живут за границей, которые не имеют резерв плюс и которые заказали паспорта свои еще до вступления этого закона. На женщин и детей технический сбой не распространяется. Вот так. И не распространяется на тех, кто закачал резерв плюс и у кого там все нормально в этом резерве плюс. Вы поняли? Поэтому вот такая ситуация, друзья. Не знаю, порешал, не порешал, но я вам рассказываю то, как есть. А оценивать вам, друзья, порешал он или не порешал. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях по этой теме.